решил прочитать мангу «Токийский гуль». Заткнись, твое место в мусорке, будет говорить свободный человек. Я решил разобрать по полочкам эффекты Деда Инсайда, чтобы все наконец поняли, что им может быть не каждый. Для начала я прочитал мангу «Токийский гуль», откуда взят главный персонаж мемов, а затем решил сам стать им, чтобы понять на своей шкуре, каково быть Дед Инсайдом. А чтобы и вы прониклись моими словами, вам нужно также прочитать эту мангу. Но не переживайте, я все сделал за вас, и сейчас будет краткое изложение манги «Токийский гуль». Тайм-код конца пересказа вы видите на экране. Также в описании есть ключевые моменты из ролика. Итак, погнали! Мы спавнимся в мире с гулями, человекоподобными существами, которые питаются людьми. И сразу же нас встречает главный герой, Канеки Кен, студент первого курса, и его друг, Наруто, точнее Хиде. Они сидят в кафе под названием Антейку, обсуждают недавнее убийство, сделанное гулем. Как внезапно к ним подходит официантка, к которой пристает Хиде. Он делает заказ, а мы узнаем ее имя — Тоука. Как только она убегает в панике от близкого контакта с мужчиной, в кафе входит девушка, на которую коллега запал. Хиде говорит, что у них ничего не выйдет, но несколько моментов спустя они сталкиваются в кафе и оказывается, что они читают одну и ту же книгу. Некоторое время спустя они идут на свидание, обсуждают книги, хуйги, коллега смотрит на нее, а она нежно смеется, понимая, что уже завладела робким мальчиком. Потом они гуляют, совершенно случайно встречаются с Тоукой на улице, затем она приближается к Кену, говорит, что видит, как тот смотрит на нее, а потом и вовсе кусают его. Оказывается, что она совсем не милая кавайтян, а гуль. Она гонится за ним, но на них падают металлические балки. А потом органы этой самой девушки, которую, кстати, зовут Риза, незаконно пересаживают Канеки под ответственностью доктора Кана. Реабилитация идет относительно нормально, кроме того, что калека, теперь точно калека, не может ничего есть. И как раз после выписки очаровашка Хиде приглашает Канеки сходить поесть, где его рвет от еды. После встречи он сидит на детской площадке, к нему подбегает девочка, от чего у него возникают... Ладно, осуждаю жестко, бля. Дома он видит шоу по телевизору, где говорят, что одним трупом гули могут утолить голод больше, чем на месяц, а человеческая еда вызывает у них рвоту. Сложив один и один, он пробует свою привычную еду, но вся она для Канеки отвратительна. Коллега идет по улице, снова случайно встречает Тоуку, к которой пристает мужик. Тот начинает орать на него, но внезапно Тоука перерезает ему голову. Оказывается, что она тоже гуль и предлагает коллеге руку этого мужчины. Но вдруг она замечает, что у главного героя черный только один глаз, а как вы уже могли заметить, у гулей оба глаза черные, когда они возбуждены. Канеки не стал брать еду у Токи и просто убежал. Через время ему названивает Наруто, говорит, что он пропустил много учебы и напоминает, что Такацуки-сен, писательница, по которой фанатеет Кен, раздает автографы. Коллега спешит туда, но не успевает. В проходящей толпе он чувствует запах мяса и не может себя сдерживать, поэтому забегает в туалет и ломает зеркало, повредив себе руку. Однако рана быстро заживляется. Через время он решает, что раз ему пересадили почку, то надо ее вырезать, чтобы перестать быть гулем. Но у него не получается это сделать, нож гнется. Поэтому он идет к кафе и просит у Тоуки помощи. Она отказывается, но добрый дедушка-владелец кафе соглашается помочь ему. Они заходят в кафе, и тот дает коллеге мясо, но он не стал его есть. Вместо этого он снова берет в рот все, что попадается, и понимает, что из всей человеческой еды он может употреблять только кофе. Он идет за новой дозой кофе в магазин, ему подсказывают, какой кофе лучше, после чего он возвращается домой. И по пути домой он внезапно ощущает запах еды, которую ему готовила мама. Идя на этот запах, он видит гуля, который есть. В тот же момент этого гуля убивает тот чел, который помогал коллеге с выбором кофе. Тот тоже оказывается гулем, поэтому он решает показать, кто тут круче. Ну и Тоука снова появляется, как Бэтмен, защищает неженку и кормит его с ложечки. Через время он надевает повязку пирата и идет в универ. Очаровашка Хиде ржет с него и советует больше кушать. Потом они идут к некому нишу за диском с записью фестиваля, который нужен Хиде, но он оказывается немного занят. И да, этим нишу оказывается тот гуль, которого избила Тоука. Он говорит, что забыл диск дома и предлагает очаровашке Хиде пойти за ним прямо сейчас. Коллега в шоке, тоже допрашивается с ними, и они берут его с собой. По пути домой Нишо ест таяки, Канеки из этого. Через некоторое время они случайно заходят в тупик. Обиженка сначала пинает Наруто, а затем Канеки. Коллега, как хороший друг, защищает Хиде и начинает сходить с ума от голода, видя в Хиде мясо. Но внезапно снова появляется Тоука и спасает коллегу. Происходит таймскип, коллега оказывается в кафе, его спасла Тоука, а Хиде в полном порядке. Старик, которого называют еще шеф, говорит, что коллега теперь принадлежит двум мирам — гулей и людей. И нужно это принять, а не бегать от этого. А потом тряпка получила работу, и мы узнаем, что это кафе популярно как у людей, так и у гулей. Вечером коллегу пытаются научить быть человеком и не блевать, когда кушаешь. И дают сахар с кровью девственниц. На следующий день в кафе приходит мать с дочкой в поисках помощи. Сразу после этого нам показывают следователей по гулям, Амоны и Мада, или по-другому голубей, которые охотятся на гулей и уничтожают их. Примерно в этот же период коллега с Тоукой идут делать маску для него, чтобы скрывать свое лицо во время охоты. Их встречает Нефор, который берет у коллеги мерки лица
отца и берется за работу. И примерно в это же время шеф дает коллеге задание пополнить провизию с сексуальным Йома-саном. Канеки берется за квест, и они приезжают на гору, откуда что я осуждаю. И внезапно коллега падает с горы прямо между Йома эпично прыгает к нему, и он же, этот сексуальный, привлекательный, статный мужчина, начинает забирать с собой. Спустя время нам показывают собрание голубей, исследователей по гулям. Мы узнаем с этого собрания, что они активно следят за матерью с ребенком и записывают каждый их шаг. У них есть подозрение, что они гули, но доказательств нет. Однако есть зацепка. Они были на могиле отца девочки, который являлся гулем. И Мада берет Амона на понт, а тот ведется и ночью грабит могилу, доставая оттуда маску. На это, к удивлению, забивают его коллеги. Позже коллега идет к Хинами, той девочке, которая пришла с мамой. У них завязывается разговор, и Канеки понимает, что она просто невинный ребенок, который не может посещать школу. Спустя время они с матерью уходят, и идя по дождем, они встречают голубей, тех же Мада и Амона. Им показывают маску убитого отца Хинами, и, ощущая опасность, мать бросается в защиту дочери, погибая от рук Мада. Девочке удалось спастись, она вовремя убежала и столкнулась с Канеки, который не позволил увидеть ей смерть мамы. На следующее утро Тоука приходит в кафе, где узнает о случившемся. Она решает начать мстить следователям, что и делает голубей. В один из разов она убила коллегу Амона, с которым он завтракал. Девушке удается нанести пару серьезных ударов в партию, но внезапно появляется Мада, который отвечает тем же. Понимая, что она не победит, Тоука убегает. После борьбы с голубями у девушки на руке появляется рана, которую видит коллега. Тот хочет ей помочь, но его отшивают. Однако, на этом моменте мы видим рост персонажа. Вместо того, чтобы проглотить отказ от помощи, Канеки просит Тоуку научить его пользоваться Кагуне. Ну и на следующий день она его пытаясь пробудить Кагуне. Но потом пришел Ута с готовой маской для Канеки, и он ее примерил. Что ж, главное, чтобы тебе нравилось, Канеки. На одной из следующих тренировок Тоука узнает у коллеги планы на завтра. И, ожидая свидания, парень соглашается провести время вместе. Однако вместо ожидаемого свидания девушка переодела его в школьную форму и повела в офис CCG, управление по борьбе с гулями. К ним подходит дамочка, и они говорят ложные вещи. Якобы они видели Хинами недалеко от школы Касахара. И, идя на выход, они сталкиваются с Мада, который, узнав, зачем они пришли, приглашает их к себе в кабинет. Но есть одно но. Чтобы пройти в кабинет, надо пройти через RC-датчик, который определяет, проходит через него гуль или человек по количеству RC-клеток в организме. Если их большое количество, то это не человек, а гуль. И Мада, заподозрив их в том, что они гули, тащит коллегу через датчик, но тот не срабатывает, что всех удивляет, и двое быстро выбегают, а вечером Амон качает тело. Вот. Через время Хинами просит у Тоуки газету, та дает ей девочке, но после прочтения она сбегает. Увидя это, коллега с Тоукой бегут ее искать. На улице Хинами чувствует запах матери и идет на него. Тоука также его чувствует и направляется к нему. Когда девушка добирается до источника запаха, она находит девочку в крайне подавленном состоянии с рукой мертвой матери. После душевного разговора Тоуки звонит коллега. Та говорит, что нашла девочку, однако внезапно их находит Мада. В то же время Канеки случайно видит Амона. У них начинается битва с душными разговорами, где оба говорят, что мир прогнил. Канеки показывает оплетенные в битвах с Тоукой навыки. Он практически убивает Амона, однако отпускает его, не желая стать убийцей. Амон уходит, а коллега сходит с ума от голода. Но внезапно появляется Йома, который принес мясо. Между Тоукой и Мада в это же время также происходит битва. Хинами пробуждает Кагуна, с помощью которого правую руку Мада, после чего тот пытается ее убить. Но Тоука опережает мужчину и сама делает это с ним. К ним подходит коллега с Йома, после чего они уходят. Амон, придя к Мада, видит его уже мертвым. Спустя некоторое время весь коллектив CCG провожает Мада в другой мир. После в мангу вводит, наверное, самого интересного персонажа — Цукияму, гуля по кличке Гурман, который является учителем английского, французского, немецкого и хуй пойми еще скольких языков. Его взгляд сразу же падает на коллегу, и он решает его съесть. И по каким-то обстоятельствам на следующий день, когда коллега сидел и пил кофе, к нему подсаживается Цукияма. У них начинается разговор про книги, и, видимо, коллега не сделал выводы из ситуации с Ризой, потому что он снова соглашается пойти куда-то с любителем книг. Возвращаясь домой, Канеки задумался и случайно пришел в Антейку, где тоже совершенно случайно встретил Йома, с которым они пошли в бар к псевдо-пятой Хокаге и милому Нефору. Она начинает его спаивать, а потом вообще рассказывает главную тайну манги. Канеки, подумав, что она много знает, спрашивает про инцидент с Балкой, где умерла Риза. Но та готова рассказать информацию взамен на информацию про ресторан для гулей, которым руководит Гурман. И, конечно же, коллега, когда встречается с шизом в кафе, напрашивается туда, чтобы выполнить полученный квест. Гурман только рад этому, ему лишь бы понюхать трусики мальчика, однако до трусиков ему далеко, поэтому он
Канеки бумагой вытирает кровь платком, а потом в туалете нюхает его, как ебаный извращенец. А потом Цукияма ведет Калеку в рестик, больше похожий на Колизей, где его чуть ли не убивают. Но когда гурман видит у Калеки только один поменявшийся глаз, он спасает его, прося забыть все, что произошло. Через время его мучают воспоминания о том вечере, но внезапно к кафе приходит девушка Нишо, с которой мы уже его видели. Она просит помощи с парнем. Ранее его чуть ли не убили, но Канеки спас его. Однако раны до сих пор не зажили. Калека снова берет новый квест помочь этой девушке и уходит снова думать про Цукияму. Однако гурман тоже не может забыть Калеку, поэтому девушку и приглашает Калеку на свидание. Двое коллег приходят на свидание с гурманом в церкви, но синеволосому это не нравится, и он избавляется от Нишо. Между Цукиямой и Канеки начинается битва, но к ним присоединяется Тоука. Гурман их постоянно кидая слова на разных языках, но когда у парочки из Антейку не остается сил, Тоука решает сделать кусь Канеки, чтобы восстановить энергию. Цукияма в бешенстве, он хотел первым это сделать, но у ребят получается победить извращенца. Тоука хочет убить девушку Нишо, потому что она не гуль, но парень не дает это сделать, из-за чего Тоука убегает в гневе. После ее мучают сильные эмоции. Через время пятая Хокаге сжимает яйца Кена в кулак и орет, что ничего толкового тот про ресторан не узнал. Коллега благодарит ее за очередные подсказки с вопросом про балки, а потом уходит по пути, встретив милашку Джуза, который вытащил у него кошелек в поисках документов и денег. Через время Амон встречается с другими следователями. Одного из них, Шинахару, вызывает в полицию, где находится задержанный Джуза. Как оказалось, он тоже следователь. Там же они с Амоном и познакомились. Происходит таймскип. В кафе приходит компания во главе с Банджо, гулем, который был с Риза в 11 районе. Банджо приходит в кафе, чтобы найти Риза, но он видит Кена и думает, что это ее парень, потому что от него пахнет ею. Чел хочет ударить парня, но коллега уворачивается и тот теряет сознание. Далее нам показывают, как толпа сидит возле Банджо, в то время как у него звонит телефон. Это звонит Аята, брат Тоуки, который послал Банджо за Риза. Не дозвонившись, он вместе со своей компанией приходит в кафе. Происходит битва, коллегу забирать с собой, потому что банде гулей с названием Аугири, которая обитает в 11 районе, нужна или Риза, или тот, в ком есть хоть что-то от нее. После нападения на кафе нас переносят в заброшку, куда привели Канеки. Оказывается, что это логово Аугири. Коллегу показывают боссу этой банды Татарстану, но ему Канеки не нужен, поэтому его кидают в яму к Банджо и его людям. Там они решают сбежать, однако у них это не получается сделать. Их ловят и останавливают. Джейсон, тот, который с плоской головой, предлагает коллеге стать его подчиненным взамен на свободу остальной команды. Парень соглашается на это. В это же время нас знакомит с Маруде, командиром отряда из 11 района. Он собирает следователей, чтобы противостоять Аугири. Чуть позже мы видим компанию из Антейку, которая готовится к спасению Калеки. Извращенец тоже с ними, он выжил, откусив от себя часть и восстановившись. Итак, начинается операция CCG по устранению банды гулей в 11 районе. В целом вся операция хоть и блещет адреналином, она скучная. И единственное интересное, как Джуза на байке въехал в здание. А что гораздо интереснее, так это что будет делать Джейсон с коллегой. Нет, он не будет лечить его, раз достал шприц. Этот шприц содержит RC-депрессант, который подавляет способности гуля. И Джейсон будет Канеки жестоким образом пытать, пока этот препарат действует. Каким же образом Канеки будут пытать? Что ж, сначала ему вкололи этот шприц в глаз. Так будет происходить часто, потому что депрессант вводится только так. Потом он отрезал пальцы на ноге. Много раз их это, потому что тело у гуля сильно регенерирует. А потом и вовсе засунул сороконожку в ухо, от чего Канеки сводит с ума. Во время всех пыток Джейсон приказывал Кену отсчитывать от 1007, чтобы тот не сошел с ума. Но даже это не помогает и происходит столкновение с Риза в его голове. В данной ситуации Риза — это та сторона Канеки, которую он максимально сильно подавлял. Это сторона гуля. Но из-за всех пыток сторона гуля вырвалась наружу и начала спорить со стороной человека. В голове Канеки вспоминает свою мать, которая была добра ко всем, однако это ее и убило. В манге это называется заработаться, отдавать добро всем, выкладываясь на 120%, но при этом ничего не оставляя себе. Одна из главных и ключевых фраз манги: вместо человека, который причиняет боль другим, стань тем, кто берет боль на себя. Она полностью выражает то, кто Канеки сейчас и как он будет дальше себя вести. Но вернемся к настоящему. Джейсон прерывает его разговор с Ризой, давая выбор для Канеки. Нужно было выбрать, кто останется в живых, мать или ребенок. Кен не смог сделать выбор, и тот
двоих на глазах у парня, за что он себя начинает винить. Он винит свою слабость в сторону человека, свою мягкость. Через время возвращается Риза. Она говорит, что двоих вина Канеки. Он не хочет ее слушать, но девушка не затыкается. Тогда Канеки сходит с ума окончательно и принимает свою сущность Гуля, съедая Риза. Все это происходило в помещении, рядом с которым проводилась операция по уничтожению банды. Голуби проходят слишком далеко, из-за чего Джейсон возвращается к Канеки, чтобы съесть его, потому что, по слухам, каннибализм делает Гуля сильнее. Однако Канеки опережает его, откусывает у мужика щеку, говоря, что она ужасна на вкус. Начинается схватка между парнем и Муруаном. Канеки полностью принял свою сущность Гуля и изменился, он стал другим. Они делаются на равных, но Канеки в итоге побеждает, после чего съедает Кагуна Джейсона, заставляя его отнимать по 1007. А я забыл сказать, Кагуна — это штука, которая у гулей вылезает, когда они возбуждаются. Например, у Канеки это вот такая, у Тоуки такая, у Гурмана такая. Ну... да. В это время компания из кафе уже на месте проведения операции. Они ищут Канеки. Тоука расходится с компанией, чтобы эффективнее искать парня, но внезапно они встречаются со своим братом, который чуть ли ее не убил. Однако внезапно появляется Канеки и спасает ее. Между парнями начинается битва, в которой Канеки побеждает и избавляет брата Тоуки до полусмерти, ломая 103 кости. Это половина костей всего тела. После этого его находят ребята из Антейку и говорят остановиться. Но Канеки не может. Он думает, что должен сражаться, чтобы всех защитить. В это же время недалеко от них, но в другом здании, появляется одноглазая сова, самый сильный гуль, которого когда-либо видели. Они сражаются, но сова сбегает. После этого экшена нам показывают главу Алагири, Татарстана, вместе с перебинтованным гулем по имени Это. Они размышляют, что должны убить 200 человек, чтобы отомстить за 200 гулей. Ну а еще нам показывают клоунов. Канеки с командой сбегают, все более-менее на расслабоне. Тоука спрашивает у Канеки, что он будет делать с новым цветом волос, когда они вернутся, на что Канеки отвечает, что не вернется. Он обоснует это тем, что должен что-то сделать. Банджи становится ему щитом, а Цукияма мечом, который будет оберегать его от себя же. И они косплеят сцену из Наруто. Канеки уходит, а Тоука плачет. Происходит таймскип на полгода. Многие умерли, многих следователей повысили. Гули атаковали бункер, где содержались гули. А еще у Амона будет подчиненная, дочь Мада, Акира. У них начинаются терки в работе, она постоянно рофлит с него, а Амон воспринимает все всерьез. Поэтому после отказа поужинать он сплетничает с Шинахара. И снова через скип некоторого времени Акира с Амоном спускаются в бункер с гулями. Они идут к старому знающему гулю, к которому у них есть вопросы. И этим гулем оказывается отец Амона. Не, ну деды в токийском гуле это имба. Батя троллит его, но полезной информации не дает, намекает только на то, что искать нужно не Тоуку, у которой маска зайчика, а Канеки. Через время снова показывают офис CCG, но сейчас появляется крайне неожиданный персонаж Хиде, который устроился курьером. Его подозревают в шпионаже, но он выкручивается и признается, что ищет своего друга Канеки, который внезапно пропал. После признания Хиде повышают до помощника персонала. Снова таймскип, и Канеки входит в бар с компанией, но не чтобы выпить, а чтобы посплетничать. Из диалога мы узнаем, что сбежавший во время нападения на бункер с гулями гуль Касатка, возможно, имеет какое-то отношение к Ризе. Также мы узнаем, что Канеки убил всех в ресторане для гулей, чтобы добраться до мадам А, которая как-то связана с доктором Кана, который сделал из Канеки гуля. Во время нападения он встретил 2 детей с такими же Кагуна, как у него. Через время Канеки встречается с Цунадой из Наруто. Они снова сплетничают, он спрашивает у нее важные вопросы, а она не отвечает. Однако мы узнаем, что доктор Кана был патологоанатомом в CCG, чтобы создавать оружие, называемое Куинки, которым владеют голуби. Примеры на экране. Однако внезапно он встречает Драк Квин, который был с Джейсоном. Пролит кровь, Канеки хочет его ударить, но тот дает ему важную информацию об Аогире. Оказывается, что банду возглавляет одноглазый король, который, вероятно, пришел из 24-го района, а сама банда создана из воинственных гулей. Также мы узнаем, что если Аогири получит Кана и Ризы, то это станет главным ключом к цели Аогири, которая, по словам Татарстана, раскрыть лжецов. И тут же Драк Квин говорит Канеки, кто на самом деле одноглазый король, но с нами этим не поделились. Внимание! Неожиданный момент! Канеки только вышел из душа! Продолжаем. Канеки с компанией решают пойти в больницу Кана, надеясь, что найдут там самого Кана. Однако в больнице его давно не было. Медсестра говорит, что он в деловой поездке. В этот же день у Тоуки день рождения. Нам показывают ее, она готовится к поступлению в универ, а после, выйдя попить кофе, она сталкивается с Хинами, которая отпросилась у Канеки встретиться с Тоукой. После Канеки передает подарок на день рождения через подругу девушки. Это оказывается брелок в виде кролика. Тоука бежит со всех ног искать Канеки, но не находит его. После нам показывают, как медсестра звонит доктору Кана и говорит, что Канеки приходил в больницу. Нам показывают самого врача с другим одноглазым гулем девочкой и поуживую Риза, которая эксплуатирует
для создания гулей. В это же время нам показывают кролика, который сражается со следователями. Однако этот кролик больше похож на Аята, брата Тоуки. Не похожи маски и волосы как минимум. Следователи уже прозвали его черным кроликом, хотя и думают, что это Тоука. Но у Амона возникает подозрение. Пришедший Хиде также выдвигает идею, что если это один и тот же гуль, то Кагуне будет одинаковый. Но сразу же мы узнаем, что Кагуне у них разные. В этот момент заходит Джуза с папочкой и говорят, что возможно нашли зацепку по делу пожирателя. Я снова забыл сказать, но пожиратель это Риза. И прошло около года, если не больше, после ее пропажи, они только наткнулись на случай, блять, с балками. Следователи, что с вами не так? Через время компания Дед Инсайда преследует медсестру, которая им соврала, чтобы узнать нужную информацию. Однако их опережает гули из Аогири, к которым присоединился Касатка. Касатка чуть ли не убивает Канеки, но его отвлекает звонок, через который ему говорят просто забрать девушку и уходить. Далее нам показывают, как мадам А встречается с Ицукиямой. Начинается битва, и одноглазая девочка, которая пришла с мадам А, убегает, оставляя даму с Канеки и командой. Через время в кафе приходит Шинохара с Джуза, которая рассуждает на тему, что пожирателем могла быть только девушка. Джуза не согласен с этим, но тему заменяет. Шинохара у Тоуки спрашивают про Канеки, но их останавливает и дед и переводит тему. Голуби уходят. После этого мы видим это, который сидит с Наки, с которым ранее встретился Канеки, и к ним выносят ногу той самой медсестры. Далее нам показывают одну из самых интересных вещей в манге. Оказывается, Касатка, с которым Канеки сражался, это отец Ризы. Или это просто догадка, просто надпись. Далее начинается эпический сюжет. Три команды Аогири, Канеки и Голубей направляются к одному и тому же зданию, где может быть Кана. Аогири узнали про него от медсестры, следователя из архивных данных, а Канеки от мадам А, которая их туда и привела. Проходя по подземному кабинету в поисках Кана, Канеки с командой сначала находят стену из Кагуна, которая открывается при наличии рядом гуля. Потом неудачные эксперименты доктора по замещению гуля и человека. А потом и сестер Шира и Кура, которые изначально были людьми, которые после гулями родителей учились на следователей, а после Кана их превратил в гулей. Канеки уходит вперед, оставляя Гурмана и других на девочек. Однако битву между ними прервали члены Аогири. Перебинтованная девочка этой из банды убегает, за ней бегут одноглазые сестры. Между командой Канеки и Аогири начинается битва, но их останавливают пришедшие голуби. Решив объединить свои силы, гули начинают сражаться вместе, но в итоге проигрывают, решив отступить. В это время сестры догоняют это. Между ними образовывается разговор. Это знает про прошлое девочек, те на нее злятся, после чего это пропадает и их настигает Джуза, с которым они раньше учились. Начинается сражение, девочки почти умерли, но они отступают к Кану за помощью. После того, как Канеки продвинулся дальше, оставив свою команду с Аогири и сестрами, он встретил Касатку, с которым он начинает сражаться. Однако спустя время их битва переходит в огромный зал, где их уже ожидает доктор Кана и Риза в инкубаторе. Парень спрашивает цели врача, зачем он скрещивает людей и гулей, но тот отвечает загадками. Он говорит про клетку, которая сковывает их мир, и чтобы ее пробить, он создает гулей, которые могут стать лучиком света в пасмурном небе. Кана говорит, что причина возникновения банды Аогири был Йошимура, шеф кафе. Врач не собирается жить в мире людей и предлагает Канеки пойти вместе с ним в Аогири. Но Канеки не успевает ответить. Внезапно появляется очаровашка Йома и забирает Ризы с собой, после чего Касатка берет Кана и также убегает, выпуская недоделанные эксперименты Кана сражаться с Канеки. Но парень не расстраивается и начинает их поедать, превращаясь в скалопендру. Он постоянно говорит, что все стоят у него на пути. К этому моменту туда уже подошли следователи во главе Шинохары. Тот меняет прикид и начинает сражаться с парнем, но Канеки все равно на сражение. Через пару мгновений голубь побеждает Кена, на что тот меняет Кагуна на другой. Ну и взамен Кен откусывает часть руки мужчины. Появляется отсылочка на одну из прошлых глав, где у Канеки было такое же выражение лица. После чего он побеждает Шинохару и начинает его поедать. В этот момент к ним подходит Амон с командой, и когда Амон видит, что делает Дед Инсайдик, резко начинает атаковать Кена. К ним присоединяется Джуза, и совместными силами им удается нанести массу урона Канеки, от чего тот убегает. Через некоторое время Банджо с Цукиямой и командой встречаются с Кеном, в ответ на что парень делает дыру в теле Банджо, после чего начинает сходить с ума. Но Банджо решает его поддержать и успокаивает Кена, от чего тот приходит в себя. Позже нам показывают, как Кура приносит Широ Кана с надеждой на помощь, однако тот отказывается восстанавливать девушку, потому что ее урон был более 70% и восстановление невозможно. А еще позже Риза просит у Йома еды. Далее по сюжету Канеки очень мучается из-за его ударов в Банджо. Гурман подбадривает его, Кену намного легче, однако
однако его ментальное состояние настолько истощено, что сейчас для него книги это набор слов, хотя раньше книги заменяли ему почти весь мир. К нему приходит Хинами, они обсуждают книги, и Канеки приглашает девочку на раздачу автографов писательницы, куда они идут. Однако она опаздывает, а когда появляется, то сотни раз извиняется. Когда же подходит очередь Канеки, то она жестко подает вид, что никогда его не видела. Но это я забегаю вперед, что важнее, так это то, что нам снова показали милашку Хиде. В это же время Шинохара с коллегой предполагает, что существует две одноглазых совы. Дело в том, что 10 лет назад уже была битва с одноглазой совой, которая унесла много жизней. Но та сова, которая появлялась сейчас, отличается от той, которая появлялась много лет назад. Вечером этого же дня Кира напивается с Амоном и другим челом. Я не помню его имени, простите. Она вызывает припадок мужской силы у парня, однако он остается жестоким челом и защищает свой статус действенника на 5 с плюсом. Происходит некий таймскип, Цукияма с Хинами, да, я не перепутал имена, они идут пить кофе в кафе. Мужик с девочкой идут пить кофе в кафе. Мужик, который пытался съесть Канеки, который нюхал его кровь, боже мой. Мне кажется, или я имена перепутал? Нет, я не перепутал. Блять, меня вынесло с этого. Это просто так странно звучит. Хинами и Цукияма. Это очень странно, я не понимаю. Ладно, продолжим сюжет. Короче, они приходят пить кофе. Гурман кидает пару двухсмысленных... Блять, вот о чем я и говорил. Он кидает двухсмысленные фразы. Как? Ну, он всегда это делает. Но сейчас это уже чересчур происходит. Почему он кидает двухсмысленные фразы девочки? Почему они звучат, как будто он... Я осуждаю это. Короче, он уходит в туалет нюхать трусики. Блять, как мне дальше читать? Во время его извращенских дел в туалете к девочке подходит та самая писательница, у которой они с Канеки брали автографы. Девушка пытается втереться в доверие к Хинами, а та выдает свои проблемы на блюдечке. Девушка отвечает где-то инсайдским ответом на откровение Хинами про Кена, после чего дает ей визитку со своим номером и уходит. Позже эта же писательница пришла к Амону и рассказала умные вещи, но я их не понял, поэтому скипнем это. Через время Канеки приходит к Йома и обнаружит у него ризы. Она не может его вспомнить из-за безумного голода. Однако, несмотря на это, Канеки говорит, что не смог ее возненавидеть. После этого Йома сказал, что Канеки крутой и вообще классный чел и угостил его кофе. А потом Канеки приходит в Антейку, спрашивает у деда про одноглазую сову. Дед рассказывает свою историю и подтверждается, что это его ребенок. Но шеф встал на его защиту 10 лет назад, во время нападения атаки CCG, когда дитя получило смертельную рану. А потом Тоука бежит за Канеки, они встречаются на мосту. Тоука говорит, чтобы Канеки больше никогда не возвращался, но по итогу он возвращается в Антейку, распуская свою группу и говоря Гурману, что тот норм-чел, отчего Цукияма получает четверной оргазм. Еще немного позже мы узнаем, что голуби знают, что сова находится в Антейку, а Кира засасывает Амона, а ночью происходит сходка аудов, членов команды В и шефа. Чел требует от деда его ребенка, но тот говорит, что у него нет детей, после чего они отказываются его спасать. Важно упомянуть, что Яшимура раньше работал на них, был чистильщиком и убирал ненужных людей и голубей, которые мешали организации В. Он познакомился с девушкой-человеком, и у них родился ребенок, который и является одноглазым гулем, и которого хотят убить для восстановления баланса. Резко мы переходим к операции следователей, где они должны были найти одноглазого гуля. Очень много умирает от 20 глав экшена и слез, но по итогу им удается смертельно ранить шефа, после чего его ребенок, настоящий одноглазый, проглатывает деда и скрывается. Оказывается, все это время одноглазым была та самая писательница и по совместительству основатель банды Аогири, гуль по имени Эта. И, собственно, это его дочь. В это время Канеки тоже участвует в битве. Его ранят, он проваливается под землю, где встречается с Хиде, который давно знает, что тот гуль. Кен думает, что это иллюзия, но друг принимает его, после чего говорит, что Канеки должен сразиться еще раз в полную мощь. После своих слов Хиде загадочно исчезает. Нам не показывают, сделал ли Канеки с ним что-то или нет, и также нам неизвестно, это была иллюзия или нет. Спустя время Кен встречается с Аримой, самым лучшим следователем. Их встреча происходит под землей, в поле мертвых гулей, которых один Арима. Канеки начинает с ним сражаться, но проигрывает. Позже нам говорят, что его убили. Итак, наступает последняя глава манги. Нам показывают, как Кана присоединился к Аогире, а деда засолили. Черным кроликом был все же брат Тоуки, а тем, кто убил Иза, был клоун. Я долго пытался понять, кто это, не заглядывая на вики, но так и не понял. Некоторые гули, в том числе и создатель масок, готовы на все ради веселья. Кафе разрушено, а Йома и Тоука живы. Также была создана специальная команда по уничтожению Аогири, главой где является Арима. Нам показывают, как Акима стоит на могиле своего отца, Мада, и к ней подходит следователь 3-го класса Сасаки, Хайсе, который очень уж сильно похож на Канеки и который будет работать с девушкой. Итак, манга закончилась. Стоит ли ее читать? Конечно, да, но учтите, что в ролике я опустил многие моменты, включая
включая историю и раскрытие персонажей, бои, диалоги, так бы видео длилось часа 4. А я пытался рассказать историю Канеки без потусторонних вещей. Но в чем же заключается эффект Dead Inside? Часто это выдвигают через шутки, но если опустить мемы, то Dead Inside — это человек, который или не ощущает эмоций в принципе, он пустой внутри, или переживает много довольных сильных эмоций одновременно. С таким столкнулся Канеки из манги «Токийский гуль». С одной стороны, он человек, который не должен убивать других, и который должен быть добрым со всеми, а с другой стороны, он гуль, которому для выживания нужно постоянно питаться. Соедините эти две противоположности и добавьте к ним желание спасти от опасности близких и уберечь их от врагов, и получите раздвоение личности, смешанное с садистскими наклонностями после пыток. Если вы ощущаете ментальные проблемы или вам тяжело и вы тянете все на себе, то задумайтесь, возможно, вам следует обратиться за помощью к специалистам или попросить помощи в своих делах близких, потому что такой момент есть даже в манге. Если бы не желание Канеки спасти всех в одиночку, он, вероятно, остался бы жив и не совершил некоторых ошибок. В комментариях под роликом или в Телеграме вы можете поделиться своими проблемами или поддержать других в трудную ситуацию. И всегда помните, на Земле почти 10 миллионов людей. Вы никогда не останетесь одни.